Привет, друзья! Миран на связи. Фолк-метал бывает разный, как говорится, сколько народов, столько и фолков. Сегодня поговорим о таком его ответвлении, как Oriental Metal. Восток – дело тонкое. Команды с восточными корнями на Metal Music Madness. Для начала вернемся на 20 лет назад, 93 год, Иерусалим. Некто Эш Меди создал блэк метал проект под названием Меликеш. Но как обычно было в то время, какой бы блэк ты ни хотел играть, у тебя все равно получится то, что мы сейчас называем словом роу. Однако после записи дебютника и сингла коллектив был вынужден покинуть Иерусалим. Во-первых, из-за некоторых газетных статей про Меликеш к группе стали плохо относиться религиозные общины Святой Земли. А во-вторых, Эш Меди просто хотел закончить университет, что в условиях непрекращающейся войны было весьма затруднительным. Так начался новый интернациональный период группы. В 2000-х в составе Меликеш успели побывать музыканты из Голландии, Америки, Франции, Израиля и даже Украины. Это позволило группе обрести популярность по всему миру и найти контакт со множеством лейблов из разных стран. Так что последующие их три альбома «Джин», «Сфинкс» и «Эмиссариус» выросли в плане качества записи и обрели ярко выраженную восточную составляющую в музыке. Последней работой Меликеш на данный момент является альбом The Epigenesis 2010 года выпуска. В целом он получился более спокойный и тягучий, нежели его предшественник, но лирика все так же повествует об оккультизме, шумерской и месопотамской мифологии. Теперь самое время послушать что-то более легкое, но не менее восточное. А для этого обратим свой взор на Тунис и посмотрим, какого же разлива Oriental Metal представит нам группа Мирот. Группа Мирот выросла из детского кавер-проекта с весьма дебильным названием X-Tazy. С момента образования в 2001 году группа на протяжении многих лет формировала свой собственный стиль, а в 2007, сменив название на Мирот, презентовала свой дебютный альбом под названием Hope. Формировала, да не выреформировала. Музыка дебютника имеет уж очень большие отсылы к Symphony X, особенно в вокале. Но ничего, под чутким руководством продюсера Кевина Котферда группа продолжила свое становление, все больше уходя в сторону народных тунисских мелодий. И в 2010 году общественность смогла оценить их труд в альбоме Desert Cold.
Начиная с этого альбома, Мирот обильно использует в своей музыке народные инструменты, а занявший место вокалиста Захир Заргати Захир. Или Захер. Захер. А вокал восточного красавца Заргати позволил уйти от влияния Symphony X. Упоенные успехом второго альбома, Мирот не стали терять времени даром и тут же приступили к работе над следующей пластинкой. И это был верный ход. Их третий альбом, Tales of the Sands, увидевший свет в 2011 году, порадовал фанатов современным и еще более жирным звучанием опущенных на тон семиструнок. А мелодика вокальных партий в исполнении товарища Заргати услаждала слух любителей восточной эстетики. Но от молодых дарований пора перейти к чему-то действительно грандиозному. К группе, которая уже больше 20 лет своей музыкой пытается уладить конфликты авраамистических религий. Точнее их представителей. Я думаю, многие уже поняли, что я говорю об Orphaned Land. Популярность этих ребят уже давно вышла за пределы андерграунда. С выходом второго альбома стало понятно, что Orphaned Land смогут сформировать свое собственное звучание, и коллектив подписал контракт с лейблом Century Media. Правда, после этого группа на время отошла от дел. Их вокалист Коби всегда говорил, что им достаточно трудно дается борьба с общественностью в связи с обстановкой в регионе. Однако в 2004 году группа выпустила очередной альбом под названием Mabul, с которым она уже основательно закрепилась на мировой метал-сцене. Вот ведь странно, музыкантам из Orphaned Land закрыта дорога во многие арабские страны, однако на крупнейших европейских фестивалях их принимают на ура. Ну, по словам Коби, это и есть то, с чем пытается бороться Orphaned Land. Для музыки не существует различия конфессий, и это, возможно, поможет уладить разногласия враждующих сторон. Что мы имеем в итоге? 3 эксперимента с восточным народным фольклором, позволившие группам Меликеш, Мирот и Orphaned Land вырваться на международную метал-сцену. И, кстати, пора бы уже этим группам новые альбомы писать, так что будем ждать. А между делом у нас есть победитель конкурса из прошлого выпуска, товарищ с ником Eol Starvas. Он по скриншоту угадал клип группы Dark Funeral на песню My Funeral. А конкурс продолжается, проверяйте свои знания и угадывайте следующий клип. Если вам по душе Metal Music Madness, ставьте лайки, подписывайтесь и рассказывайте о нас всем своим друзьям. Чем больше нас, тем меньше их. С вами был Миран. До связи.